Добрый день, дорогие мои любимые подписчики и гости моего канала. Я с мая месяца начала заниматься трансерфингом реальности Зеланда. Я его, в принципе, читала в 2010 году. И тогда мне немножко показалось, как бы сложно, что ли он пишет. Или, не знаю, не помню даже чего. Но факт тот, что после этого... у него же там, он говорит про маятники, допустим, какая-то ситуация такая скандальная или какая-то намечается, если ты начинаешь в нее вовлекаться, просто-напросто вот этот маятник, это энергоструктура такая над тобой, которая питается твоими эмоциями, и она тебя даже как бы подстегивает, чтобы ты в какой-то конфликт вовлекся прям, и тогда он будет питаться вот этой твоей энергией, а у тебя внутри будет все вот так вот. Ну, это, и как я поняла, если кто-то в этой теме больше понимает, напишите мне, что, может, я что-то что-то я неправильно говорю. И ты начинаешь питать этот маятник вот этими вот своими эмоциями, а внутри у тебя вот этот гнев поднимается. И после этого, как вот я в 2010 году его почитала, я про эти маятники так, мне понравилась эта тема, и я начала везде говорить, это не мой маятник, какая-то ситуация начинает такая, возникает какая-то ситуация такая, либо конфликтная, либо спор какой-нибудь, ну пусть даже про политику, про какую-то, и все. И я говорю, это не мой маятник, и ты реально успокаиваешься. Вот, успокаиваешься, и становится хорошо. И вот с мая месяца я начала вот этот вот трансерфинг реальности, и он реально работает. И там нужно, значит, создать себе слайд. Такой слайд, какую ты реальность хочешь. И я себе говорила, на тот момент мне было больно, мне было грустно, что вот моих мальчиков нет, я их не вижу. И такое впечатление, что вот все это навсегда. Я сказала, нет, в августе они приедут. Ну, я прям такой вот слайд себе сформировала, как они смогут приехать. Не задаешься никакими вопросами, просто у тебя вот такая картинка вырисовывается. В августе они приедут. Ну, как говорится, попросишь верблюда, получишь барана. И вот август, и мне позвонил мой старший внучок. Вернее, не позвонил, а написал сообщение. И понимаете, что я хочу сказать? У меня не было никакой реакции. Я настолько переболела, перегорела и успокоилась, благодаря, опять же, этому трансерфингу. Я начала заниматься собой, потому что я всю жизнь, для меня мое счастье зависело от кого-то. Будет у дочери хорошо, будет у меня хорошо, будет у внуков хорошо, будет у меня хорошо. А меня там не было, что будет у меня хорошо и будет мне хорошо. И я поняла, что все в жизни зависит от самого человека. Он должен, если у него внутри нет вот этого стержня, нет вот этой опоры на себя, то он всю жизнь будет на кого-то смотреть, от кого-то что-то ждать, а если не будет он этого получать, то просто-напросто он будет несчастен. И вот тут вот мне внучок мой написал, а у меня, представляете, никакой реакции не было. Никакой вообще. Мое тело вообще ничего не сказало. Ни радости, ни горести, ни страха, и ни тревоги, ничего, ни один мускул вообще не дрогнул. Как будто бы я с ним вот и не прекращала общаться, как будто бы мы все время на связи были. Он мне сообщил о том, что они маме собираются делать памятник. Я сказала, окей, хорошо. И все. Мы вот так с ним поговорили. И вы знаете, у меня даже на следующий день не возникло желания позвонить, узнать вообще, заблокирована я опять или нет. Потому что я не хочу уже. Я не хочу опять туда нырять, вот в эти низкие вибрации, как бы, да, я там вот постоянно в каком-то страхе, постоянно в какой-то тревоге. Меня недавно, этот зятёк мой, он, значит, подписался на мою дочь. Он знает, что ее телефон у меня, что у меня доступ к Инстаграм есть, там все. И он в Инстаграм на нее подписывается. И выставляет там свою семейную жизнь, вот эту вот счастливую. Оказывается, у них девочка, у него появилась женщина, тоже с постсоветского пространства.
А девочка такой типаж, как у Вероники был, такая темненькая, знает 4 языка, как и моя дочь знала 4 языка. И вот, и он там весь такой счастливый, довольный. Я зашла в этот Инстаграм посмотреть его сторисы, истории, чтобы на внуков посмотреть. И я смотрю, там у них вот уже живет, значит, новая мама у них, так сказать. Я не знаю, мама она им, не мама она им. Но факт тот, что живет с ними женщина. И вы знаете, мне стало спокойнее. Потому что она человек хороший, ну, наверное, хороший, потому что детей-то не обманешь, да, они, дети, видят. И я, если думала, допустим, что, ну, это же может быть как постанова такая, да, что вот, посмотрите, как мы счастливы. А дети-то не будут играть роль счастливых, они просто счастливы, да, они просто счастливы. Потому что с ними человек занимается, потому что с их человек чему-то обучает, играет, выводит на улицу. Как-то вот у них там такая идиллия. Ну, по крайней мере, по сторис я это увидела. И мой маленький, он прямо очень счастливый. И я успокоилась, что мои пацаны, наши пацаны вот эти вот, они не с вот этим унылым говном 24/7 находятся, а что там появился человек, который как бы, с которым они могут и поговорить, и поиграть, и позаниматься, и вот, и все. И все, и я успокоилась. Успокоилась. Мне девочку это очень жалко, потому что с таким человеком жить, это либо судьба моей дочери будет, либо судьба его первой жены, либо судьба его промежуточной вот этой жены будет. У нее что-то одно из 3 там, или из 4 будет. Но это, видимо, тоже это ее опыт, ей нужно его пройти. Вот. И поэтому я сейчас занимаюсь этим трансферфингом реальности. Очень он хорошо работает, прям очень хорошо работает. Мне нравится. И занимаюсь я сейчас вот именно с собой, своей душой, своим нутром. И мне это очень нравится. И теперь я вот сижу и думаю, возможно, я много лезла куда-то не туда, куда меня просили, со своей любовью, со своей вот этой вот опекой. Везде мне нужно было за всеми поухаживать, всех жизней прожить. И, может, мне эта ситуация дана для того, чтобы, на, теперь поживи-ка свою жизнь. Сколько тебе осталось, вот ее поживи свою жизнь, как-нибудь. Вот. Вот так вот, такие я вот хотела вам рассказать вещи. Интересная трансформация со мной произошла. Никогда не думала, что до такой степени у меня, что мне будет вот настолько спокойно, и я буду к этой ситуации так спокойно относиться, что у меня есть я, и занимайся, Камилая, собой. Вот, и не лезь-ка ты никуда. У них есть отец, у них сейчас появилась вот мачеха там, наверное, да. И, наверное, и у них будет все хорошо. Просто я себе сказала, у них все будет хорошо. Как бы там ни было. Ну все, вроде сказала все, что хотела. Спасибо большое, что дослушали. Вот этот котик у нас исключительно на стол лазит для того, чтобы поспать. Да, котик? Для того, чтобы поспать. Даже будет стоять на столе мясо, он его есть не будет. Он на стол не лазит, чтобы поесть, а чтобы поспать. Хорошо, у нас здесь на этом столе мы ничего не кушаем. Вот так. Вот так вот. Спасибо большое. Люблю вас всех, целую, обнимаю.